Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами совершим обзор такого великого прибора, как Вася Диагност. Предназначен для диагностики автомобилей концерна ВАГ. Под это попадают у нас Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, также Porsche. Вася Диагност является по сути той же программой ВЦДС, только переведенной на русский язык. Пожалуй, начнем с просмотра, что у нас находится в первой закладке «Выбор блока». Сверху находится общая закладка, снизу расписано, то есть в общем у нас находятся двигатели, иммобилайзеры, в комфорте все, что относится к комфорту, ходовых, а LT3 также отдельно вынесена отдельная закладка под LT3. Тут касаемо только ее. Для того, чтобы сделать общую диагностику автомобиля, надо заходить в поиск неисправности. Также можно сделать сброс сервисных интервалов. Диагностический прибор делает это все автоматически. То есть подключаемся к автомобилю, включаем зажигание, нажимаем «Сделать сброс» и все. Диагностический прибор начинает по очереди сбрасывать пробег масла, Если нам необходимо сделать диагностику общую, достаточно войти в ОБД-2 закладку. В настройках у нас настройки самого интерфейса. При подключении выбираем тест USB и сохранить. Итак, у нас сегодня машинка приехала для просмотра Passat B5. Вот, выбираем его здесь в закладочках. В закладке у нас имеются также все остальные машины, которые попадают под концерн ВАГ. Также попадает Ford Galaxy 1998 года, который собран по той же схеме электрики. Итак, выбираем 5-й Passat, запускаем диагностику автомобиля. Полный просмотр. Находит сначала блок управления двигателя, ошибок не обнаружено. Пытается проверить остальные блоки, какие есть, какие их нету. Ну, коробки автомата на этом автомобиле нету. Поэтому диагностический прибор пытается с ним связаться. У него, конечно же, ничего не получается. Все он пытается. Связи с коробкой автомат нету. Он переходит к следующему блоку. Следующий блок у нас АБС. В АБС также ошибок не обнаружено. Проверяет потом следующий блок. Иногда процедура может быть довольно длительная, но вот, нашло в блоке подушек безопасности то, что снимался неправильно аккумулятор с машины, то есть низкое напряжение, ошибка временная. Временная ошибка означает то, что в данный момент она себя никак не проявляет. Было какое-то время назад. То есть она может опять вылезти, а может не вылезти. Проверяет остальные блоки прибор. Процедура может занять длительное время. Все зависит от того, какие блоки есть в машине, каких нету. В которых нету блоков, он будет пытаться и пролетать мимо. Ну что ж, пожалуй, включим немножко побыстрее, чтобы оно проверяло блоки, чтобы вам не надо было столько времени ожидать. Включим ускоренную запись. Вот, дошло у нас до комфорт модуля этого автомобиля. Обнаруженные ошибки. Вот их перечень какой. Ну, к этому блоку мы вернемся потом, когда будем по очереди проверять все. Вот опять включаем ускоренную запись. Мотается быстрее, мотается.
Вот, оно написано, какой блок проверяет, и сверху, соответственно, название блока тоже. Какой блок? 76-й, его ячейка и название. Вот 77-й вам показываем. Проверяет, само собой, тоже не найдет, так как этого блока в машине просто не присутствует. Итак, диагностика прошла. Это общий осмотр. Судя по ошибкам, ни в коем случае не стоит сразу начинать ремонтировать или менять какие-то запчасти. Ошибки могут быть временные, вызваны они могут быть чем-то из-за того, что где-то снимался какой-то провод, что-то давно меняли, не почистили. Что у нас есть? Готовность блока, вход это для кодировок различных, адаптация, также модулей, дроссельная заслонка тоже. Вот тест исполнителей. Основные исполнители, которые управляются блоком управления двигателем, можно проверить, зайдя в тест исполнителей. Соответственно, везде на этих блоках должно приходить питание, они должны включаться, когда мы нажимаем следующий тест. Если сам блок, можно услышать щелчки, например, и так далее. Это измеряемые группы. Пожалуй, заведем автомобиль, чтобы сразу видеть, что у нас будет происходить с этой машинкой. Машинка дизельная с первого раза не завелась. Итак, машинка завелась. Отлично, смотрим, что у нас здесь. Во всех ячейках, если подвести к ним стрелку мышки, будут видны показания, в которые должны вклиниваться эти данные. Ну вот, например, обороты двигателя, температура, датчик положения дроссельной заслонки, поток воздуха. Ну вот здесь мы видели, что поток воздуха не соответствует заданным. То есть задан один, а по факту совершенно другой идет. У машины на самом деле проблема с EGR клапаном. Хотя по ошибкам ничего абсолютно не показывало. Вот видите, в блоке управления двигателем нет ошибок, а по характеристикам ошибки есть проблемы. Это работа форсунок. Если они зашкаливают за 2,5 мг, то это уже нестабильно. Если в этом режиме до 2,5, это нормально. Если до единички, вообще красиво. Здесь можно посмотреть разовые показания, не общую сборку, а именно по одному. Здесь находятся настраиваемые группы. Выбираем то, что нам надо конкретно посмотреть, и заходим. Здесь готовность. Ну, это более для новых машинок, а в более старых не читается. Зайдем, пожалуй, в другой блок. Давайте посмотрим, вот у нас есть ошибка на подушках безопасности. Посмотрим, что у нас по кодам ошибок. По кодам ошибки слишком низкий сигнал напряжения электропитания. Скорее всего, в машине снимался аккумулятор, когда был ключ зажигания включен, либо машинка еще просто не уснула. Пожалуй, почистим эту ошибку за ненадобностью, чтобы в следующий раз она не вводила в заблуждение. Также зайдем в комфорт-модуль, центральный блок комфорта, о котором мы говорили немного ранее, который тоже выдал целую кучу ошибок. Итак, что у него? Не видит блока управления левой и задней двери, еще куча всего. Чтобы не вводило в заблуждение, постираем. Видите, блок управления задней левой дверью так и не стерся, нет связи. Вероятнее всего проблема в проводке, но это надо смотреть, а мы сейчас просто с вами делаем осмотр сканера, обзор, а не диагностику. Вот зайдем в комбинацию приборов автомобиля. Заодно в Volkswagen чаще всего, если отдельно блок иммобилайзера не установлен, то он стоит в блоке именно приборной панели. Ну вот, смотрим, обороты машинки показывает тоже. Вот пробег автомобиля полностью совпадает с тем, который в блоке управления прописан. Ну, на самом деле, если его промотать, он и здесь поменяется.
Все, дальнейшее модуль не читает. Это не ошибка модуля. Можно сразу удалить неисправность, тогда она удалит абсолютно все. Распечатать ошибки, которые есть, очистить, сохранить файл. Спасибо за просмотр, уважаемые подписчики. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делайте репост этого видео. До скорых встреч. Пока.